Доброго хорошего дня всем зрителям моего канала, моим подписчикам и просто гостям. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня на этом канале я приготовила вам красивейший узор, шикарный. Мы похожие узоры уже с вами вязали. И на основе всех тех узоров я сделала еще один. К примеру, мы с вами вязали узор Анютины глазки. И читая ваши комментарии, я поняла, что уж слишком я в том узоре перемудрила. И поэтому я сделала похожий узор, но вязать мы его будем гораздо проще. Техника его исполнения будет уже приемлема для каждого. Это полотно имеет такой же эффект 3D. Оно объемное, плотное, цветочки укладываются легкими ярусами. Таким узором я бы вязала многие вещицы, но это общая фраза. А если в деталях, то таким узором я бы вязала кокетки, платья, сарафанов. Использовала в каких-то бы деталях при плечевых изделиях. Или же, если полностью таким узором, я бы связала уже болеро или какой-то жакетик. Также можно вязать таким узором и аксессуары. Это сумочки, кошельки и еще что-либо подобное. Впрочем, вы сами придумаете, чтобы вы вязали таким узором. А наша задача сегодня разобраться попетелечно, как этот узор вяжется. Образец, который перед вами на экране, связан из мерсеризированного хлопка турецкого производства. Это хлопок Лелу. 50 грамм, 225 метров. И крючком японского производства фирмы Тулип номером 1,1. Это размер головки крючка или же номер 10. Ну а разбирать, как вяжется этот узор, мы сегодня будем на другой пряже. Это тоже пряжа турецкого производства Diva Shield Effect. И крючок для этого мы возьмем той же фирмы, того же производства, номером 1,5 или номер 5. Ну что ж, внимание на экран. Начинаем вязать наш узор. Вяжем первую петельку, хорошо затягиваем узелок и провязываем 9 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Эти петельки – это краевые петельки, они не входят в счет раппорта. Теперь отмечаем ногтем последнюю петельку, вяжем еще 2 воздушные петли. 1 и 2. Накид на крючок, возвращаемся в отмеченную петельку и провязываем столбик с накидом. У нас получилась первая маленькая арочка. И теперь после нее вяжем 18 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Вот такая вот длинная цепочка. И вот эта арочка и длинная цепочка – это есть раппорт нашего узора. Отсюда повторяем еще один раппорт. Отмечаем опять последнюю связанную петельку, вяжем 2 воздушные петли, накид на крючок, возвращаемся в отмеченную петельку и провязываем столбик с накидом. И опять 18 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18. И мы с вами связали еще один раппорт. И теперь для симметрии при поворотных рядах вяжем еще одну маленькую арочку. 2 воздушные петли, накид на крючок, вернулись в петлю, провязали столбик с накидом и окончание вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот мы с вами набрали наборочный ряд, и у нас получится 3 цветка. Скажем, что это 3 раппорта. Если брать вот эти вот краевые цепочки, сложить вместе, то это те же 18. И отсюда мы вяжем уже первый наш ряд. Делаем воздушную петельку. В первую же петельку заходим, провязываем столбик без накида. Отсюда вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Придерживая вот этот вот уголок, мы заходим под цепочку крючком и вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь переходим в арочку крючком, вяжем столбик без накида и отсюда провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Заходим на цепочке в первую же петельку, провязываем вытянутый столбик без накида и из-под цепочки вяжем еще 9 таких же столбиков без накида. Связали, заходим в арочку крючком, вытягиваем еще одну петлю, и эту петлю мы протягиваем через все петли на крючке, еще раз замыкаем наш лепесток. И теперь возвращаемся опять в арочку крючком, провязываем столбик без накида. Снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И опять повторяем такой же лепесток. Мы первую же петельку вытягиваем удлиненный столбик без накида и из-под цепочки еще таких же 9. Связали, возвращаемся обратно крючком в арочку, вытягиваем петельку, протягиваем ее через все петли на крючке, замыкаем лепесток, возвращаемся опять в эту же арочку, провязываем столбик без накида и вяжем еще один такой же третий лепесток. 6 воздушных петель. В первую петельку цепочки вытянули петлю и далее из-под цепочки вытягиваем еще 9. Вернулись опять крючком в нашу арочку. Вот она, это основание.
вытянули петлю и протянули ее через все петельки на крючке, закрепили лепесток и снова возвращаемся. Вяжем еще один столбик без накида. И отсюда мы вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Разворачиваем вязание. Между лепестками у нас есть столбик без накида. Мы входим крючком в этот столбик и провязываем столбик без накида. Снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И снова находим столбик без накида между лепестками, провязываем в него столбик без накида. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И теперь мы огибаем последний вот этот вот наш лепесток и заходим в наше основание, провязываем столбик без накида. Отсюда разворачиваем вязание и вот эти вот арочки теперь обвязываем. Под арочку мы вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь у нас должно быть пико из 4 воздушных петель. Мы сначала вяжем 2 воздушные петельки, оставили эту петельку и прикрепим к нашей цепочке, к первому столбику без накида. Протянули петельку, снова вяжем 2 воздушные петли и продолжаем обвязывать нашу арочку. Вяжем снова 4 столбика без накида. Четыре воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И снова под арочку вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И завершаем обвязывать эту арочку. Вяжем еще 4 столбика без накида. Теперь между арочками тоже есть столбик без накида. Мы входим в него крючком, вытягиваем петлю и делаем вот такой вот соединительный столбик. И переходим под следующую арочку. Мы вяжем снова 4 столбика без накида. Четыре воздушные петли. Возвращаемся. Снова вяжем 4 столбика без накида. 4 воздушные петли. Возвращаемся под арочку. 4 столбика без накида. И 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И еще раз под эту же арочку 4 столбика без накида. Связали. Между арочками снова у нас есть столбик без накида. Мы в него входим, делаем соединительный столбик и обвязываем третью арочку. Снова у нас под арочку вяжется 4 столбика без накида. 4 воздушные петли. 4 столбика без накида. 4 воздушные петли. Снова 4 столбика без накида.
4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И под эту же арочку последние 4 столбика без накида. Связали. И теперь мы заходим крючком в основание, вяжем еще один столбик без накида. И отсюда мы переходим под цепочку и из-под цепочки вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Оставили эту петельку. Находим последний наш связанный лепесточек. Заходим в первое же пико. И через это пико протягиваем оставленную петельку. Делаем воздушную петлю. Провязываем опять столбик без накида под цепочку. Снова воздушная петля. И теперь под эту же цепочку мы провязываем еще 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И вот мы с вами связали краевая цепочка, цветок и цепочку мы обвязали. Это есть раппорт нашего узора. И теперь мы повторяем наш раппорт. Переходим опять в арочку, вяжем столбик без накида. Теперь 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И вывязываем лепестки. В первую же петельку на цепочке вытянули петлю. И теперь вытягиваем еще 9 таких же петель. Зашли крючком в основание в арочку, вытянули еще одну петлю и протянули ее через все петли на крючке, закрепили лепесток, вернулись опять крючком в основание, вяжем столбик без накида. Снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И опять первая петля на цепочке, вытянули петлю и еще 9 вытягиваем из-под цепочки. Теперь крючком зашли в основание, вытянули петлю и через все петли ее провели, закрепили лепесток, снова вернулись крючком в основание, вяжем столбик без накида. И еще один лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из первой петельки вытянули петлю и еще 9 из-под цепочки. Зашли в основание, вытянули петлю, провели ее через все петельки, закрыли лепесток и вернулись снова крючком в основание, провязали столбик без накида. Теперь вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Развернули вязание. Между первым и вторым лепестком столбик без накида, провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
Между вторым и третьим снова провязываем столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И за последним лепестком мы заходим в основание крючком, провязываем столбик без накида. Развернули вязание, обвязываем наши арочки. Вяжем 4 столбика без накида под арочку. 1, 2, 3 и 4. 2 воздушные петли. Оставили эту петельку. Теперь возвращаемся, смотрим. У нас здесь было прикрепление, 1 воздушная столбик без накида, 1 воздушная. Значит, вот в эту петельку мы проводим нашу оставленную. Теперь 2 воздушные петельки и вяжем снова 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Снова у нас пико. Вяжем 2 воздушные петельки, оставляем петельку. И теперь мы будем крепить еще среднее пико к предыдущему цветку. Снова заходим в пико, подхватываем петельку, протягиваем через это пико, вяжем 2 воздушные петли и возвращаемся опять к обвязыванию нашей арочки. Мы вяжем 4 столбика без накида. Четыре воздушные петли. И возвращаемся опять, вяжем 4 столбика без накида. В столбик без накида между арочками делаем соединительный столбик и переходим к следующей арочке. Вяжем под нее 4 столбика без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Снова 4 столбика без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. 4 столбика без накида снова под арочку. И 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. И под эту же арочку стягиваем немножко петельки, провязываем еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Мы обвязали средний лепесток. Теперь мы делаем сквозь этот столбик без накида между арочками соединительный столбик и обвязываем последнюю арочку. Снова вяжем 4 столбика без накида. 4 воздушные петли. И под арочку 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. 4 воздушные петли. Возвращаемся под арочку, снова 4 столбика без накида. 4 воздушные петли. И последних 4 столбика без накида под арочку. И теперь мы крючком входим в наше основание. Вот оно, наше основание. Провязываем еще один столбик без накида. А теперь опять из-под цепочки следующей уже мы вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и
6. Оставили эту петельку. На последнем лепесточке первое же пико, вошли крючком, протянули эту петельку. Воздушная петля. Под цепочку опять столбик без накида, воздушная петля. И теперь снова из-под цепочки мы вяжем 6 столбиков без накида. И мы закончили с вами второй раппорт. И теперь у нас окончание, третий цветок и половинка цепочки. Вяжем в арочку столбик без накида и повторяем точно такой же цветок, как мы с вами связали уже 2. Повторите его самостоятельно, и тогда мы закончим этот ряд. Я закончила вязать уже третий цветок, закрепила в основании, и у нас остается вот эта вот еще краевая цепочка. Мы под эту цепочку точно так же вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оставляем эту петельку, подхватываем пико на лепестке и протягиваем через пико. Делаем воздушную петлю. Теперь под эту же цепочку мы провязываем столбик без накида и вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И заходим в последнюю петельку цепочки, провязываем столбик без накида. Ну вот у нас с вами есть связан уже первый ряд нашего узора. Вот как это красиво выглядит. Правда, пряжа, конечно, для этого узора немножко грубовата. Но моя задача все-таки как можно лучше вам показать сами петли. И отсюда переходим на второй ряд узора. Мы вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Это подъемные петли. Разворачиваем вязание. И эту цепочку мы присоединяем в пико. Получается среднее пико первого лепестка. Вяжем столбик без накида. Теперь снова вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Делаем 2 накида на крючок. И из вот этой вот петельки под 2 дужки провязываем столбик с 2 накидами. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в начало цепочки, снова захватываем 2 дужки и провязываем соединительный столбик. И мы сделали во втором ряду первое основание, но на этом углу у нас будет половинка цветочка, так как мы уже третий ряд будем вязать в шахматном порядке. И отсюда мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Связали. Теперь переходим к цветку. Вот средний лепесток. Мы заходим под 2 дужки вот этого вот нижнего лепестка нашего цветочка. По центру подхватываем 2 дужечки и провязываем столбик без накида. Отсюда вяжем снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 и 8. И теперь готовим место для следующего цветка в третьем ряду. Делаем 2 накида на крючок, заходим в пико, провязываем столбик с 2 накидами, оставляем петлю на крючке, еще раз 2 накида на крючок, опять заходим в пико, столбик с 2 накидами, теперь провязываем все эти петельки, вяжем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, и подхватывая, у нас здесь есть 3 дужки, 1, 2, 3. Первую пропускаем, заходим под вторую и под третью дужку, провязываем соединительный столбик. Мы подготовили с вами опять место для следующего цветка в будущем ряду, и отсюда вяжем снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Опять смотрим. У нас цветок с изнаночной стороны к нам смотрит. Это верхняя дуга цветка, а это нижний лепесточек. И вот центральный. Мы подхватываем 2 дужки, 2 цепочки и провязываем под эти 2 дужки столбик без накида. Снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И снова между цветками готовим место к будущему цветку. 2 накида на крючок. На лепестке предыдущего ряда, вот у нас пико, мы заходим в это пико, провязываем столбик с 2 накидами, не довязывая, оставляя на крючке, 2 накида на крючок, и снова провязываем столбик с 2 накидами. Теперь все эти петельки провязали вместе, вяжем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4 и 5, и за вторую и за третью дужку подхватывая, провязываем соединительный столбик. И снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Следующий цветок. Опять средний лепесточек подхватили за 2 дужки, связали столбик без накида. И вяжем, здесь внимание немножечко, последних 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Делаем 2 накида на крючок, заходим в пико, вытянули петельку, но не провязываем этого столбика, потому что нам нужно здесь сделать тоже еще стеночку окончания. Делаем 2 накида на крючок, опять заходим в угловую петельку, провязываем теперь этот столбик с 2 накидами, теперь проводим его через пико, через петлю и довязываем еще столбик с 2 накидами. У нас осталась петелька на крючке, теперь мы делаем 2 накида на крючок, заходим за вторую и за третью дужку и провязываем столбик с 2 накидами. Провязали, а теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и опять подхватывая вторую и третью дужку, делаем соединительный столбик. Мы с вами связали уже второй ряд, и вторым рядом
мы подготовили места для будущих цветков в третьем ряду, которые будут располагаться в шахматном порядке. Ну что ж, начинаем вязание третьего ряда. У нас сейчас вот здесь вот будет вывязываться половинка вот такого цветка. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Из первой же петельки вытягиваем петлю и разворачиваем цепочку. И теперь из-под этой цепочки вытягиваем еще 9 удлиненных столбиков без накида. Зашли в основание крючком, вытянули еще одну петлю и протянули ее через все петли на крючке, закрепили этот лепесток, вернулись в основание, провязали столбик без накида. Отсюда вяжем снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И повторяем лепесток. Теперь из цепочки мы вытягиваем одну петлю и еще 9 из под цепочки. Вошли в основание, вытянули еще одну петлю, протянули ее через все петли на крючке, закрепили лепесток и вернулись в основание, провязали столбик без накида. Вяжем цепочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Развернули на изнаночную сторону. Между этими лепестками в столбик без накида провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида на крючок. И заходим крючком в основание. Провязываем из основания столбик с 3 накидами. Воздушная петля. Развернули вязание. И вот здесь у нас центральный лепесток. Мы делаем обвязку. Столбик без накида. Теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся. Провязываем 4 столбика без накида. Снова 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И под арочку 4 столбика без накида. Между цепочками в столбик без накида заходя, мы делаем соединительный столбик. И переходим снова под следующую цепочку, обвязываем ее 1, 2, 3, 4 столбика без накида, 4 воздушные петли. Возвращаемся, снова 4 столбика без накида. Четыре воздушные петли и 4 столбика без накида, 4 воздушные петли и еще раз 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Теперь мы заходим в основание крючком, провязываем столбик без накида. А под цепочку мы вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5
и 6. Провязали, оставили эту петельку. Находим первое же пико на лепестке, эту петельку протягиваем через пико. Теперь воздушная петля. И вот этот вот столбик без накида мы провязываем столбик без накида. Воздушная петля. И снова по цепочку мы вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И переходим в основание. Здесь у нас уже будет вязаться полный цветок. Провязали столбик без накида. Теперь давайте посмотрим, как мы связали половинку. Вот наша половинка. А теперь вяжем полный цветок. Снова у нас вяжется 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И здесь мы вяжем малые лепестки. 1. Теперь из-под цепочки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Зашли в основание, вытянули еще одну петлю, протянули эту петлю через все петли на крючке, закрепили лепесточек, вернулись в основание, провязали столбик без накида. Так повторяем еще из этого основания еще 2 таких лепесточка. Связали еще 2 лепесточка и отсюда вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Разворачиваем вязание и между лепестками провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И снова между лепестками провязываем столбик без накида. И еще одна арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И теперь эту цепочку мы заходим в основание, крючком провязываем столбик без накида. Разворачиваем вязание и обвязываем эти арочки. Вяжем 4 столбика без накида. Оставили эту петельку. Теперь нам гораздо легче видеть, куда присоединить. Смотрите, у нас одна петелька, столбик без накида и еще одна петелька воздушная. В эту петлю мы присоединяем оставленную нашу петельку. Присоединили 2 воздушные петли. Возвращаемся по цепочку и вяжем снова 1, 2, 3, 4 столбика без накида. Снова 2 воздушные петельки. Оставили эту петлю. И еще раз присоединяем оставленную петлю к предыдущему этому полуцветку. Подхватили петельку, протянули его через пико. 2 воздушные петли и обвязываем дальше арочку. Мы вяжем 4 столбика без накида. Четыре воздушные петли. И еще раз под арочку 4 столбика без накида. Теперь между арочками в столбик без накида вяжем столбик без накида и обвязываем еще точно так же эту цепочку и вот эту цепочку.
Мы обвязали остальные лепестки, закрепили обязательно основание. У нас основание должно получиться маленькое и аккуратное. И переходим крючком опять под цепочку, вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Оставили петельку, подхватываем первое пико предыдущего цветка и протягиваем через это пико петельку. Воздушная петля. Теперь загибая вот этот вот лепесток, вот здесь вот у нас за цепочкой сразу идет столбик без накида. Мы в него провязываем еще раз столбик без накида, делаем воздушную петлю и снова по цепочку вяжем 6 столбиков без накида. И мы подошли с вами снова к основанию, где будем вывязывать точно такой же полноценный цветок, как мы с вами уже только что связали. Смотрите, мы с вами связали половинку, полноценный цветок и перешли опять. Снова сейчас будем вязать вот такой вот полный цветок в этом месте. Вы свяжете его самостоятельно, перейдете уже вот это вот место, а окончание мы с вами сделаем вместе. Ну вот я связала еще один полноценный цветок, и у нас остается на этом уголке связать еще одну половинку. После связанного цветка мы делаем переход. Под цепочку мы вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Оставили петлю. Зашли в пико. Провели через пико эту петлю. Воздушная петля. Теперь мы провязываем столбик без накида, воздушная петля и под цепочку вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И в этом основании нам нужно связать половинку нашего цветка. Провязываем столбик без накида из основания и вяжем сначала 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Делаем лепесточек. Связали один лепесток, теперь вяжем второй. Связали второй лепесток. Теперь вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Разворачиваем вязание. Между лепестками провязываем столбик без накида. Снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И здесь мы провязываем столбик без накида из основания. Разворачиваем вязание и вяжем 4 столбика без накида под цепочку, 2 воздушные петли, оставляем петельку, смотрим, нам нужно присоединить
мы пропускаем 1 петелька, 2 петелька, 3 петелька, и вот получается в 4 петельку. Протягиваем оставленную петлю, 2 воздушные петли и снова вяжем 4 столбика без накида. Две воздушные петли, подхватываем снова лепесток предыдущего цветка, его пико среднее, и эту оставленную петлю протягиваем через среднее пико 2 воздушные петли и возвращаемся опять под арочку, продолжаем ее обвязывать. 1, 2, 3, 4, 4 воздушные петли и еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь между цепочками в столбик без накида мы делаем соединительный столбик. И вот здесь нам нужно закончить эту цепочку, связать только половину обвязки. Мы вяжем под цепочку 4 столбика без накида, 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. И снова вяжем 4 столбика без накида и 4 воздушные петли. И возвращаемся, провязываем 1 столбик без накида и 2 столбик без накида. И мы закончили половинку раппорта и наш уголок. Отсюда мы переходим на 4-й, последний ряд раппорта. Вяжем 1, 2, 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И вот этот вот нижний лепесток мы захватываем 2 дужки по центру и провязываем столбик без накида. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И здесь мы вяжем основание для следующих цветков, которые будут располагаться как в первом ряду. Мы сделали 2 накида на крючок, заходим в пико, провязываем столбик с 2 накидами, не довязывая его, снова 2 накида на крючок и в следующее пико снова столбик с 2 накидами. Теперь провязываем все эти петельки и вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Вторая и третья дужка подхватили, сделали соединительный столбик и снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И эту цепочку мы опять крепим на вот этот вот лепесток средний, подхватываем вот эти вот 2 дужки по центру и провязываем столбик без накида. И отсюда снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Опять 2 накида на крючок. Заходим в пико между цветами, провязываем столбик с 2 накидами, снова 2 накида на крючок, провязываем следующий столбик с 2 накидами. Теперь все эти петельки провязываем в одну и вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Вторая, третья дужка. Подхватываем, делаем протяжной полустолбик. У нас есть колечко для следующего цветка. Снова 8 воздушных петель. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Связали. Вот у нас следующий цветок перед нами. Опять за вот этот лепесток вот подхватываем 2 дужки и провязываем столбик без накида. Снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Опять у нас между цветами будет следующий цветок в следующем ряду. 2 накида на крючок. Заходим в пико, провязываем столбик с 2 накидами. 2 накида на крючок. В следующее пико еще один столбик с 2 накидами. Провязываем все эти петельки вместе. 1, 2, 3, 4 и 5. Подхватываем вторую и третью дужку. Делаем соединительный столбик. И вяжем последних 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И крепим их. Вот получается у нас один лепесток и второй. И точно так же подхватываем 2 дужки, провязываем столбик без накида. Ну вот мы с вами связали полный раппорт, все 4 ряда. И у нас первая половина связана, а вторая половина располагается в шахматном порядке. Теперь давайте я вам покажу только лишь небольшой переход на следующий раппорт, чтобы вы не запутались, потому что начало мы вязали с начального наборного ряда. Отсюда мы связали 1 воздушную петельку, развернули вязание. В эту же петлю провязываем столбик без накида и вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Теперь под цепочку мы вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И вот мы крючком перешли в основание для цветка. И в этом основании мы вяжем цветок, вот, который будет располагаться так, как мы вязали в первом ряду. И здесь уже не проблема. Мы его цветок вот здесь вот цепляем, потом по цепочке переходим к следующему полному цветку. Думаю, что нет смысла продолжать. Надеюсь, что это уже все достаточно понятно. Давайте я попробую хотя бы не погладить, а поправить. Я немножко руками, буквально пальцами расправила лепесточки, чтобы вам показать, что мы с вами сделали. Но а мы более детально еще в руках посмотрим на большом образце. Вот перед вами снова большой образец. Люблю я в конце видео, когда закончили уже работу, еще раз покрутить образец в руках. Вот этот вот момент, который я вам говорила, что у нас цветочки выкладываются ярусами. Ну и, конечно, большущая разница отглаженного, отпаренного образца и всего лишь только лишь расправленная. Вы смотрите сейчас лицевую сторону этого узора, и вот так вот будет смотреться его изнаночная сторона. Одно примечание к этому видео. Такие узоры гладятся не так уж и просто. И поэтому мой вам совет – гладить изделие, чтобы вы не вязали, небольшими частями. Связали
3, 4, 5 рапортов выгладили, тогда продолжайте дальше. И вообще это совет для плечевых особенно изделий. Нужно видеть, что вы делаете, а не вязать полностью, потом погладить, а потом, оказывается, совсем не то вышло. Любое изделие нужно выглаживать частями. Ну, об этом мы как-то еще, наверное, поговорим в каком-то отдельном видео. Ну что ж, на этом я буду заканчивать свой мастер-класс. Надеюсь, я увлекла вас этим узором. Буду рада вашим комментариям и вашим пальчикам вверх под этим видео. А я на сегодня с вами буду прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.